У тебя очень большой рот. Я вообще таких людей на работу себе не беру. Вам косметика не поможет. Бокал пива и спать. Я думаю, что она мне его в белье положила. Оставьте мазь для наших жоп. Я тут такой олененок Бэмби, я не то что вчера не пила, я даже не знаю, что такое алкоголь. Все, я уже красивая. Заканчиваем съемку, несите куриный помет. Всем привет! Меня зовут Лёля, и вы на YouTube-канале Невинная. У каждой девчонки была такая ситуация, когда вчера ты перегуляла, выпила один бокал, хотя кого вы обманываете? Конечно, не один и даже не два. И утром ты просыпаешься, смотришь в зеркало, а там птеродактиль Василий. Синяки под глазами, отекшее лицо. После такой вечеринки еще бы отдохнуть, но бывают такие ситуации, что красивой надо быть уже сейчас. И у меня есть выход, и поможет мне в этом косметичка и профессиональный визажист Анна Кравченко. Ань, привет! Привет! И сегодня мы вместе с Аней расскажем вам, как за 15 минут убрать следы вчерашних преступлений и привести себя в порядок, себя и свое лицо. Прежде чем вы посмотрите это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Ани и наслаждайтесь этим видео. Ну и пишите, конечно, комментарии. У кого какие были истории после Бадуна. Скажи, а у тебя было такое, что вчера у тебя мероприятие, а утром надо идти в люди и радовать своим внешним видом? На самом деле, лично у меня особо такого не было, потому что я, в принципе, не пью, хотя я бы хотела попасть на твой канал не в качестве визажиста, чтобы хоть с кем-то было выпить. Так, стоп-съемка. Давайте за фуфыриком сбегаем, за маленьким. У меня очень часто были такие моменты, когда я приезжала к клиентам, и они были либо с хорошей гулянки вчера, особенно это невесты, знаешь, когда был девичник, либо мама, когда выпила перед свадьбой дочери, потому что свое сокровище отдает. Но и бывали ситуации, когда ты приезжаешь, а там уже все весело, все готово, и не только алкоголь бывал, но и бывало поинтереснее на самом деле. Тут я зависла. Такое, наверное, нельзя. Ну а что, это ситуация из жизни, понимаешь? Были такие ситуации, ты приезжаешь, смотришь на кондицию клиента и такая, вам косметика не поможет, бокал пива и спать. Я бессильна, либо нет, либо... Коньячок был. Коньячок был. И потом ты исправляешь любую ситуацию. Мне-то самое главное, чтобы человек в хорошем настроении был, понимаешь, как в качестве клиента, а чтобы у него голова не болела. Все остальное я уже сделаю, я там уже все подправлю. Есть стаж у визажистов? У меня 17 лет, я 17 лет. 17 лет, то есть ты уже перекрасила полпланеты, уже подобрала секреты к любому типу лица. Да, у меня 16-кратный чемпион международных чемпионатов, поэтому в моей жизни было разное. Какой тогда макияж лучше делать с Бадуна? Может быть, какой-то сделать фэнтези, чтобы отвлечь внимание, либо клоунский, такая та-да, и все думают, господи, неважно, что там было. Здесь самое главное помнить о том, что когда мы очень много пьем, спирт, он очень сильно втягивает в себя воду, он соединяется с водой, и поэтому у нас идет обезвоживание кожи. И, как правило, когда человек просыпается, во-первых, у него сухая кожа, сухость не только во рту, да, но и очень пересушенная кожа. А если пересушенная кожа, то сразу видны все вот эти складочки, морщинки, ну и плюс, конечно же, отеки, потому что мало того, что мы что-то пьем, еще и едим, и поэтому отекшее лицо. То есть здесь самое главное привести вот в лицо в нормальный водный баланс. На первом месте даже не макияж, а то, что мы делаем перед макияжем. Да, я на тебе сегодня покажу, что можно будет сделать. Я, кстати, пришла абсолютно не накрашенная, поэтому ставьте ваши лайки, пишите комментарии, может быть, мне вообще больше не краситься. Не надо такое говорить сейчас в комментариях. Нет, красься, знаешь. И все, после этого YouTube... А накрашенная ты была лучше. После этого YouTube закрыли. Ну что ж, Анечка, проверим 17 лет опыта твоей работы на моем вчерашнем погулявшем лице. И если ты справишься со своей задачей, то ты реально самый крутой визажист Украины. Смотрите, подписывайтесь, ставьте комментарии и берите себе на заметку те средства, которые будет рекомендовать Аня. Поехали? Поехали. Ты после своей вечеринки встала, умылась. Очень рекомендую эту маску из Clinical
Hydra Intensive, она очень сильно охлаждает. То есть ты ее наносишь на лицо на 15 минут, и у тебя реально такой холодок, уходят все отеки. После того, как ты смыла маску, нам обязательно нужно сузить поры. И вот здесь нам поможет тоник. Я сейчас беру очень активно увлажняющий для того, чтобы максимально увлажнить кожу. Я принимаю бокал игристого. Вот я считаю, что правильно сказал один умный человек, утром пьют либо аристократы, либо дегенераты. Я себя отношу к первой категории. Я сейчас наношу тебе на кожу очень активное увлажнение. Тоже из Clinical Shield крем, вообще самый мой любимый. Во всех случаях, там, например, сгорело лицо, либо когда вот именно нужно активное увлажнение. Потому что мелкие складочки, кажется, вот ты, например, не накрашенная, как будто бы их не видно. А потом иногда тебя красят, и ты видишь, прям видишь, да, вот эти бороздочки. Это из-за того, что тональный крем будет всасывать в себя воду, да, подсушивать. И тогда вот эти маленькие складочки, они подчеркиваются еще больше. И в этих зонах нужно очень хорошо увлажнить. А я, как человек, у которого в косметичке всего лишь тушь для ресниц и тональный крем, думала, что крем нельзя наносить под тональный, потому что тональный будет скатываться. Смотря какой крем, смотря какой тональный. Этот крем не будет скатываться, не будет растворять ни один тональный крем. Дальше отдельно, я очень люблю Мейдж, он очень хорошо увлажняет зону под глазами. Так как у тебя глубоко посажен глаз, Так, начинаются неприятные новости. это на самом-то деле далеко не неприятная новость, но он глубоко посажен. По этой причине мы видим очень красивый лавандовый след под глазом. Так, ты мастер. Мастер комплиментов. Могу комплименты, да? Когда я очень сильно спешу с утра, и у меня нет времени сидеть с патчем, я уже даже могу нанести тон и потом наносить патчи. Вот после этих патчей у тебя нет пленки, которая скатывается. Знаешь, после патчей тебе нужно убрать, чтобы нанести консилер. Здесь нет. Здесь будет очень хорошо увлажнять и также убирать и синячки под глазами. Я уже их хочу. Вот, я тебе обязательно организую. Вот и все. И теперь синяков нет. Вот вам и лайфхак. Ну, какие патчи классные, так приятно холодят, Да. как глоток холодного пива. Относительно макияжа глаз я покажу максимально простой и легкий, хотя у тебя классный глаз, можно сделать и смоки, и стрелки, все что угодно. Но сделаем такое, чтобы девочки, которые нас смотрят, могли повторить. Изначально всегда использую базу под тени. У меня это Луис, но может быть абсолютно любая база под тени, которая уже идет с цветом. Потому что, как правило, особенно у кого тонкая кожа, с утра могут быть вены, капилляры, и их бы хорошо скрыть. Ты вообще используешь базу под тени? У меня в косметичке только Тушь и тон, да? тушь и тон, все, это максимум. Еще, может быть, румянка где-то завалялись, буржуа, Персикового который цвета. продается в любом продуктовом магазине. Наношу кремовые тени. Я очень люблю кремовые тени. И если вы хорошо погуляли, у вас обезвоженная кожа, наносите кремовые тени. Потому что если сразу нанести сухие, может быть морщинистая такая сеточка. Особенно у кого нависает века. Потому что если нависает века, плюс еще выпили и получился отек, вот там это веко может прям иногда падать на глаз. Вот у меня такой глаз нависшим веком, поэтому я знаю, о чем говорю. А как ты вообще к народным методам относишься? Вот чтобы не маску купить, а, например, огурцом протереть. Не патчи, а чайные пакетики под глаза. Ты веришь в эти бабушкины методы? В чайные пакетики я не верю. В огурцы, ну, максимум, там, что может роговой слой чуть-чуть там увлажнить. Я больше за какие-то проф-методы. Ты что-то себе делала, признавайся? Только в детстве куриным пометом грудь мазала, чтобы выросла. Да ладно? Серьезно? Нет, конечно, просто ела много капусты. Не, просто если ты мазала, и она так выросла, заканчиваем съемку, несите куриный помет. Я единственное, что делаю из таких, скажем, народных методов, это завариваю чай из ромашки, обычно чайные пакетики, потом вот когда получились такие
крепко заваренный чай, разливаю его в формочку для льда и в морозилку. И потом там с бодуна, либо когда надо вот как-то так быстро проснуться, я достаю эти кубики с замороженным чаем из ромашки и просто по основным линиям провожу кусочком льда, и тогда у лица появляется какой-то такой румянец, и, ну, как бы ты так бодришься только этим народным методом. Вот это я согласна, абсолютно, и очень классно сужаются поры, уходят отеки. Все, я уже красивая. А я еще слышала, что, вернее, кого я обманываю? Я знаю, что лучше всего от синяков под глазами это гепариновая мазь, которая хорошо работает с геморроями. Короче, если ваше лицо с утра похоже на жопу, то лучше, чем это средство, ничего вы не найдете. Только берите не мазь, а на гидрооснове, на водянистой основе. Ты слышала о таком? Да, это на самом деле работает, и тоже иногда у меня были ситуации, когда нужна была именно эта мазь. Просто к клиенту, знаешь, ты не придешь и не скажешь, что если вам сейчас намажу под глазами мазью от геморроя. А если нам цвет все-таки надо убрать с помощью консилера, многие думают, что вот если у меня есть зона темная под глазами, надо взять самый светлый консилер и светлым консилер нанести. Но это неправда, потому что если мы синий смешаем с белым, у нас получится ярко-голубой. В нашем случае зона под глазами немножко с фиолетовым оттенком, поэтому нужно взять более желтый консилер, нанести именно только в эту зону, то есть я не продлеваю дальше, не наношу, где кожа более тонкая, только в зоне, где у меня есть нежелательный цвет. А потом, далее, я когда как раз буду корректировать нос, я уже эту зону тоже высветлю. Ты консилером не пользуешься, тоже тоном, да? Тон нанесла? У меня один крем для всего. Сначала крем от геморроя на все лицо, потом следующий второй крем BB, крем Эрбориан, и все, больше ничего нет. Я прям вижу в новостях уже. Невинная пользуется. Нет, дефицит. Везде пропала мазь от геморроя. Что же делать? Люди с геморроем теперь не знают, что Да, и люди с геморроем такие: остановитесь, оставьте крем тому, кому он нужен. Идите со своими патчами, оставьте мазь для наших жоп. Мне кажется, хороший тизер будет. Пока у меня консилер подсыхает, консилеру нужно обязательно дать время подсохнуть, я буду использовать румяна. Румяна я использую кремовые, набираю сразу себе на кисточку много. У меня это Fenty Beauty. Я почему-то думала, что такой персиковый оттенок мне никогда не идет. Я брала красный, ну вот красный, и так просто слегка его, конечно, не так, как в этом фильме, когда два бурячка и раз на щеке, но я думала, персиковый вообще не мой оттенок. Просто здесь момент еще определенной моды. Вот как в одежде, так и в косметике есть определенная мода. Вот сейчас мода это на персиковые оттенки, они дают свежесть. Единственное, что мне во мне не нравится в такой красоте, это неописуемо, это мой нос. И я много раз думала про ринопластику, и очень много моих подруг тоже. Я, например, всегда хочу, чтобы у меня нос был меньше. Смотри, вот здесь я высветляю полностью всю зону. Некоторые берут кисточкой и, знаешь, по краю себе темным цветом, но на самом деле он больше расширяется. То есть нам нужно сделать, что нос как будто бы это продолжение твоей щеки. А далее уже мы затемняем и оставляем только центральную зону светлую. Хотя на самом-то деле нос – та черта лица, которая сразу говорит очень много о человеке. Я увлекаюсь физиогномикой, если там, на моем канале разборы косметичек когда-нибудь смотрела, я обычно разбираю своих героев по физиогномике. Поэтому... А можно для моих зрителей разобрать? И мне будет интересно. Во-первых, я тебе скажу, что у тебя очень большой рот. Большой рот – это большие амбиции. Я такая: это неправда, и бокал с вином. Да, это круто. Ты видишь все широко, ты видишь все масштабно. Ты не будешь размениваться по мелочам. Если уже что-то и делать, то это должно быть самое лучшее. И это круто. А нос, кстати, говорит о том, что на самом деле о тебе может быть такое впечатление, что блондиночка. Блондинка посредственная, такая симпатичная, но твой нос тебя выдает. Что если ты будешь что-то готовить, вот как раз мы сегодня говорили с тобой сценарий, да, что ты сядешь, досконально все подготовишь. И это говорит вот этот вот
пимпик, который вниз, знаешь, смотрит, что докапываться до мелочей. И чем он больше, тем сильнее ты докапываешься до вещей. И это очень круто. А чем ровнее нос, тем ты более поверхностный Особенно человек. вот этот вздернутый, я вообще таких людей на работу себе не беру. Видишь широкие ноздри? Да. Это говорит о стрессоустойчивости. То есть, в принципе, в любой ситуации, да, то есть нормально. У меня весь мой персонал, который с широкими ноздрями. Да, широкие ноздри и кончик вниз. Не беру себе людей с носиком, который вверх. По поводу бровей, как физиогномист, что ты скажешь? Когда нет явного завершения кончика брови, но своей естественно, это говорит о том, что человеку тяжело что-то заканчивать. Вот такой человек процессуал. Знаешь, ты начинаешь делать, тебе кажется, я могу еще лучше, я еще недостаточно там доделала. Вот ты не можешь сказать, все, я сделала, поехали дальше. Нет, все равно ты об этом будешь думать, еще к этому возвращаться, все можно сделать идеальнее, все можно сделать лучше. Да, это моя есть проблема, такое, да? Да, есть. А есть люди, у которых нет начала брови, и это говорит о том, что человеку очень тяжело что-то начинать. Вот он откладывает, постоянно откладывает. Сейчас еще не время, собака рожает, там, погода, коронавирус, война, и он не может что-то начать. Глаза глубоко посаженные, на самом деле это классно, потому что у человека нет наивного взгляда на вещи. Ты четко видишь цель, ты понимаешь, как ты хочешь это. Плюс небольшие ресницы, это говорит о том, что не особо-то и сентиментально в каких-то вещах. То есть может взять папа с яйцами. Ну как есть. Я бы с тобой не начинала никакую зарубу. Почему? Потому что ты мыслишь глобально, продумаешь план четко вместе, да. И ты еще вроде бы уже отомстила, но тебе будет казаться, не до окончательно я еще отомстила. Можно придумать еще что-то поинтереснее. Так что не вступайте со мной в зарубу. Не, комментарии плохие вообще не пишем. Я вам серьезно говорю. Сейчас наношу тебе бальзам для губ. То есть мы переходим к губам уже, да? Бальзам для губ, вот с этого, кстати, можно было и начать. Почему? Потому что здесь стволовые клетки каннабиса, и они воздействуют на микробиоту кожи, у нас же везде живут микроорганизмы, они вырабатывают специальные ферменты, которые проникают по нашим нервным окончаниям покажи мне это в мозг. Шанель был, Ля Перла была, с каннабисом еще не было. Вот, это Элан. Мы прям прорыв года в Украине, мы первая нейрокосметика украинская, и у тебя воздействие на мозг такое, как через 15 минут, как будто ты съела шоколадку. Да, то есть, да, он то есть этот бальзам, то есть этот бальзам заменяет шоколадку. Да, и у тебя начинает вырабатываться окситоцин, то есть у тебя улучшается настроение. Но кроме этого здесь еще компонент Макси-Лип, который увеличивает губы до 40%. И также, если ты будешь с кем-то целоваться, у того человека также вырабатывается окситоцин и привязанность к тебе. Ни слова больше, где купить, ни слова больше. Мне сразу несколько штук. Я тебе сегодня принесла в подарок, потому что это реально бестселлер. Причем у нас мужчины сейчас даже больше покупают, чем женщины. Чтобы их женщины становились более счастливыми. Немножко пройдусь по контуру. Кстати, тоже вам лайфхак. Взяла тот же карандаш для бровей и прохожусь по контуру, чтобы создать тень. Скажи, пожалуйста, а может быть, когда ты с бодуна, может быть, сразу зафигачить там губы ярко-красные, и это отвлечет внимание от синяков под глазами, от уставшего взгляда, и все будут только вот смотреть на красные губы? Можно и так. План тоже хороший. Тоже рабочий. Да, главное ровно нарисовать. Итак, девочки, макияж после бодуна начинается с хорошего увлажнения кожи. Обязательно сделайте себе легкий массаж. Можете даже кубиками льда, как говорила Георгия. Наносим патчи под глаза. И дальше начинаем выравнивать тон кожи с помощью тонального средства и также консилера. Не забывайте, что тон у вас лучше, если вы возьмете не один, а два цвета. И сделайте светлее зону и темнее. Обращаем внимание на зону под глазами. Не высветляем очень сильно эту зону, а лучше изначально нанести более темный консилер, а далее уже высветлить более светлым консилером. Если у вас нет времени на тени, нет времени на стрелки, наносим один цвет и дальше высветляем уже чуть-чуть подвижное веко, чтобы сделать такой более объемный глаз. Прокрасили ресницы, откорректировали обязательно нос, высветлили крылья носа, затемнили немножечко спинку и далее наносим уже макияж на губы. Если вы хотите выглядеть поярче, просто
фиганите красной помадой. Если же хотите выглядеть более естественно, более свежий получить эффект, тогда можете нанести блеск так, как сделала это я. Итак, я же себя в зеркале еще не видела, Да. поэтому вот он момент истины. Я сделала абсолютно другой макияж, чем ты красишься обычно. Ну, ты знаешь, я тут такой олененок Бэмби, я не то, что вчера не пила, я даже не знаю, что такое алкоголь. Макияж потрясающе свежий, прям не осталось ни следов усталости, очень открытый детский наивный взгляд, такой прям светлый. Мне очень нравится. Спасибо тебе большое, ты настоящий профессионал. Еще обязательно мне патчи, вот этот бальзам для губ с окситоцином. Дорогие мои зрители, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Ани, пишите комментарии, задавайте вопросы, возможно, у Ани будет минутка времени, и она подскажет ответ на ваш вопрос, касающийся названия какого-либо средства, либо бальзама, либо тона, либо оттенка помады. Ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Сегодня была Анна Кравченко, профессиональный визажист со стажем работы 17 лет, и я, невинная, которая иногда бываю совершенно не невинной. Всем пока-пока, увидимся в следующем выпуске.